Всем привет! Накопилось много интересной информации и впечатлений по результатам моих визитов в салон АВ Nirvana, а также ожидается много интересных поступлений. Надеюсь, мы начнем наши обзоры на постоянной основе. Сегодня будем слушать интересно сконструированный и бескомпромиссно построенный проигрыватель виниловых пластинок. Tech DAS Air Force 3 Premium – это проигрыватель с бесконтактным подвесом опорного диска. Диск парит на воздушной подушке. Сама идея не нова и была впервые реализована в проигрывателях японской компании Micro Seiki талантливым разработчиком Худеяки Нишикавой. Начав карьеру в 60-х годах прошлого века в компании Stax, разрабатывал электростатические наушники. Погрузился в тему виниловых проигрывателей. Является создателем Tonarma Black Widow, возможно, первого в мире Tonarma из углеродного волокна. Нишикава являлся ведущим инженером-разработчиком в компании Micro Seiki и участвовал в создании практически всех моделей проигрывателей этой компании, начиная с легендарной BL-91. Нишикава-сан прошел путь от инженера отдела разработки продукции до директора. Спустя несколько десятилетий вместе с командой талантливых инженеров, состоящей из 5 инженеров Tech DAS и сотрудника Japan Aerospace, довел технологию до блеска. DAS расшифровывается как Digital Analog Supremacy, намек на эталонное качество продукции. Проигрыватели фирмы – это аппаратура high-end класса. При производстве используются лучшие современные технологии и материалы, а также наилучшие прецизионные методы обработки. Проигрыватели Tech DAS сродни арт-объектам современного искусства. Стандартом для получения равномерного вращения опорного диска является использование развязки с подшипниками. Чем более массивный и тяжелый опорный диск, тем в меньшей степени он подвержен вибрациям. Тяжелый диск со временем становится причиной износа подшипника, что приводит к неравномерностям вращения, увеличивает шумы и вибрации. В проигрывателях Tech DAS используется мощная, но тихая помпа. Она находится в отдельном блоке, используется наработки компаний, производящих медицинскую технику. Ее назначение – нагнетать воздух в пространство между стеклянным основанием и опорным диском. Воздух проходит через конденсатор, который обеспечивает равномерное его поступление в шланг. Когда помпа не работает, диск невозможно сдвинуть, приложив даже очень большие усилия. Когда помпа начинает нагнетать давление, диск можно крутить от руки, он ходит совершенно свободно. Опорный диск парит над стеклянным основанием на расстоянии всего 30 микрон. Но этого недостаточно для получения идеального звучания. Для устранения микровибраций самой пластинки используется вакуумный прижим. Пластинка плотно присасывается к диску, распрямляется и стабилизируется, становясь почти единым целым с 30-килограммовым бронзовым диском. Воздушные полости также выступают дополнительными демпферами вибраций. Интересная особенность проигрывателя – высокоточная регулировка скорости вращения диска относительно базовых скоростей 33,1/3 и 45 оборотов. Питч с шагом 0,1%. Качество звука напрямую зависит от натяжения ремня. Регулировка натяжения компьютеризированная и представляет собой довольно интересную процедуру. В режиме регулировки натяжения двигатель начинает вращаться. При слабом натяжении опорный диск не начинает вращение. Необходимо сдвинуть ползунок регулировки влево. Для увеличения степени натяжения нужно сдвинуть его в другую сторону, и в случае перегрузки двигателя диск остановится. Если вести речь об измеряемых величинах, комплекс этих инженерных решений вкупе с использованием деталей высочайшего качества из лучших материалов, изготовленных с использованием высокоточных методов обработки, позволяют снизить коэффициент детонации, улучшить отношение сигнал-шум. И эти параметры напрямую влияют на динамику и сбалансированность звучания. Конструкция стола с выносным мотором и возможностью установки до 4 баз без тонармов по углам дает широкий выбор конфигураций установленных головок и тонармов.
Для такого проигрывателя хотелось бы подобрать соответствующий его уровню Tonarm и звукосниматель. В данной системе установлен Tonarm Graham Engineering Phantom 3 и звукосниматель Dynavector Karat 17DX. Phantom 3 внешне похож на предшествующие модели. В нем используется доработанная система стабилизации MagniGlide, новая титановая трубка и подшипник, а также новая внутренняя проводка. Используется жидкое демпфирование однопорного подшипника, что в сочетании с MagniGlide на неодимовых магнитах обеспечивает стабильное вращение Tonarm, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, недоступное большинству одноопорных Tonarm'ов, даже оснащенных несколькими фиксирующими подшипниками. Качественное извлечение сигнала из звуковой канавки виниловой пластинки невозможно без качественного звукоснимателя. Звукосниматели серии Karat были представлены на Consumer Electronic Show в 1979 году. Название Karat не случайно. Фирме Dynavector впервые в мире удалось рассчитать и применить иглодержатели, целиком изготовленные из алмаза. Применение самого твердого минерала позволило решить проблему паразитных резонансов, возникающих внутри иглодержателя. Тогда же впервые была применена самая сложная заточка иглы Micro Reach. В результате в звукоснимателях серии Karat удалось довести диапазон воспроизводимых частот до 100 кГц при удивительной равномерности по всему спектру. Такие характеристики сделали возможным проведение экспериментов по записи видеосигнала на виниловую пластинку. Основателю фирмы, профессору Нобору Томинари, пришлось создавать новые технологии вместе с самыми передовыми японскими производителями. Было оформлено несколько международных патентов. В данном комплекте работает новейший вариант серии Karat 17DX. Многолетний опыт Dynavector позволил в последней модели добиться скачка качества. Тестируемая система собрана на стойке компании Artisania Audio не случайно. TechDAS традиционно предлагает ставить свои проигрыватели на стойке производства Artisania. А для моделей Air Force One и знаменитой Zero инженерами Artisania были разработаны специальные модели стоек. К слову, стойкам Artisania Audio присуща стабильность конструкции и абсолютная нейтральность в плане влияния на звук стереосистемы. Сварка и сборка стоек производится вручную. Отделка от строгой, только покраска, до люксовой, тисненная кожа, железное дерево, крион с карбоном. Что у нас с усилением и акустикой? А вы Nirvana никогда меня не разочаровывает. На усилении у нас будут моноблоки M11 от CH Precision. Выдающийся усилитель от выдающейся фирмы, достойный отдельного обзора. Что точно могу сказать сразу, с басами проблем никаких не будет. Тем более, что подключать к ним будем X-Diamond. Предтоповые модели акустических систем от Estelon. Низкочастотный динамик 280 мм Accuton с диффузором с керамическим покрытием. 7-дюймовый среднечастотный динамик, также Accuton, с диффузором из спеченной керамики, размещен в собственном объеме. Высокочастотный динамик с инвертированным куполом из алмазной крошки при малой массе имеет очень высокую жесткость. Твиттер крепится на мягком тканевом подвесе. Охлаждение происходит ферромагнитной жидкостью. Кроссовер – фирменное ноу-хау на лучших комплектующих. Разделение полос фильтрами второго порядка. Корпус акустики изготовлен из акрилового полимера с добавлением алмазной крошки. Внутренняя поверхность оклеена тканью из карбонового волокна. Посмотрите на форму корпуса. Плоской передней поверхности фактически нет, а значит и снижены любые отражения от нее, что позволяет улучшить частотные и фазовые характеристики. Акустическое оформление – фазоинвертор. Масса каждой колонки 86 кг. Для перемещения можно использовать колесики. Для постоянной же установки предусмотрены шипы. Система столь высокого уровня, настроенная и с правильно подобранной кабельной обвязкой, обещает получение достоверного и масштабного звукового события, ограниченного разве что размерами помещения и отсутствием инфрабаса. Для этого нужны сабвуферы. Оставим эти опыты за кадром, просто скажу, что удалось поэкспериментировать с расстановкой и кабелями во время предыдущих визитов в салон.
Сейчас проверю, послушаю, запишу на рекордер и попытаюсь рассказать вам о нюансах звучания этой системы. Full moon in Paris, there's a full moon in Paris, a full moon in Paris tonight. The trees are dancing, yeah, the trees are all dancing, the trees are all dancing in its light. The black cars are swaying out on the avenue. Cacophony sounds pouring from moonlit roofs, and my heart's praying for my body to cut it loose. It's no place for a lady to be alone. A full moon in Paris, there's a full moon in Paris, a full moon in Paris tonight. A full moon in Paris, there's a full moon in Paris, a full moon in Paris tonight.
Я закончил прослушивание, убрал рекордер. Было прослушано очень много пластинок. Что я хочу сказать? Система показывает идеально записанные пластинки с наилучшей стороны. Слушаешь, не можешь оторваться. Пластинки похуже, звучат похуже. В общем, про звучание я еще хотел отметить, что усилители CH Precision, они настолько прозрачные, у меня не было никакого ощущения, что я слушаю какой-то округлый, что ли, звук, что мне часто доводилось слышать раньше. Звучание я, наверное, даже вслепую не отличу от хорошего проигрывателя компакт-дисков, но при этом есть свои плюсы. То есть к прозрачности добавляется, это трудно передать словами, некоторая душевность. То есть ты залипаешь просто на эту музыку. А что касается конкретных пластинок, меня впечатлила, например, вот эта пластинка 70-х годов, родная японская пластинка, джаз. Заглавный трек, первый трек «Speedball». Довелось побывать в джазовых клубах, и я должен сказать, что я был впечатлен звучанием. Железо на барабанах как живое, трубы просто прорывают пространство, но они тебе не режут уши. Ты слышишь, как и должно быть. И в целом звучание очень живое. Хочется бить ногой в такт, это верный признак. Также вот эта пластинка Kraftwerk, тоже родное издание. Тут поразила басовая линия. Она тебя привязывает и держит на протяжении всей песни. Хотя я даже сказал не песни, композиции. Для этой группы, наверное, это больше подходит. Я бы не сказал, что я фанат именно этой группы, но тут я тоже не мог оторваться. То есть система оказывает некое волшебное действие, ты открываешь для себя какие-то новые стили, и хочется слушать и слушать, и притом вообще никакого утомления. И пробовали на разной громкости, и всегда звучит все вот так, как и надо. Даже пластинка, казалось бы, из далеких 80-х, отечественная запись группы «Альянс», «На заре», всем известная легендарная песня, прозвучала очень проникновенно, ни грамма синтетичности, которая встречалась в записях тех времен. Вот эта пластинка одна из моих любимых, и, к сожалению, пластинка кривовата. Вы могли это видеть, когда я демонстрировал прилипание пластинки к опорному диску. Но даже здесь тех DAS меня выручил. Пластинка распрямилась и прозвучала отлично. Ну что же, я услышал высочайший уровень во всем. Масштабное звучание, при этом комфортное, сбалансированное. Быть может, в электронных треках захочется добавить сабвуфер для инфрабаса, но у меня такого желания не возникло. На слух не получилось уловить недостатки аналогового источника по сравнению с цифровыми. Подача немного иная. А минусы, связанные с самой природой считывания с пластинки, треск, плавание скорости, щелчки, не было замечено ни разу. Технологии реально работают. Вы можете попробовать оценить записи, сделанные на рекордер, установленные в метре от точки прослушивания. High-end-системы такого уровня, собранные не на выставке, а установленные и готовые к прослушиванию в аудиосалоне, редкость. Спасибо салону АВ Nirvana за то, что предоставляет нам, аудиофилам и просто любителям музыки, замечательную возможность послушать системы высшего уровня. Записывайтесь на прослушивание в удобное для вас время, берите с собой пластинки и приезжайте в салон АВ Nirvana. До новых встреч! Нас ждет еще много интересного!
Блин, муха стала летать. Что за издевательство? Муха меня бесит, она прям громче меня орет тут.